Всем приветик! Сегодня я решил сготовить очень легкий со свежей капусты суп. Лето на улице, жарко, ничего такого тяжелого не хочется. И я решил сделать суп со свежей капустой. И поделюсь своим рецептом. Так что смотрите. Думаю, что вам понравится, тоже что-то легенькое. Так что посмотрите, может быть, вам тоже понравится. Если вам понравится, то я очень рад, что я мог с вами поделиться. Итак, начнем. Здесь два маленьких кусочка. Как закипит, я пенку сниму и еще там и заправлю перцем, солью. А пока курица наша закипает, я нарежу мои овощи. Картошка, морковка и лук. Начнем с картошки и морковки. С картошки в первую очередь начну я. Для этого супа я поджарку не делаю, потому что поджарка будет иначе немножко тяжеловато, а так просто легкий и очень простой суп. Теперь я начну нарезать морковку с луком. Лук я порежу тоже и поставлю в эту же тарелочку, что морковка, потому что я все буду добавлять вместе. А теперь маленький кусочек капусты тоже прошинкую. Итак, курица наша закипела. Поставим на маленький огонек и пеночку мы снимем. Пеночку я снял. Добавлю морковку с луком теперь. Немножко перца. И немножко подсолим. И теперь пускай наш бульон кипит. Итак, суп у нас прокипел как следует, мясо доваривается. И в это время мы можем добавить нашу картошку. Теперь ждем минут 5-10 и тогда добавим нашу капусту. Капусту я переложил в посудину. Теперь можно нарезать наш весь укропчик. И укропчик мы добавим уже в конце. Когда у вас мяса много в супе, когда мясо сварится, то вы можете мясо порезать маленькими кусочками и обратно положить в суп. Тогда каждый в семье получит мясо. Если семья с 4 человек, а у вас 2 больших куска мяса, тогда можете только на 2 части перерезать каждый кусок. В нашей семье 4 человека. 2 из них не кушают мясо. Они, да, могут кушать немножко, так как бульон куриный или мясной, а так мясо сами по себе отказываются кушать. Это дети наши. Мы их не я раньше заставлял, теперь я отказался заставлять. Думаю, Господь с ними, потому что они растут, и у каждого свой вкус созревает. Так что теперь подождем, когда у нас время будет добавить капусту, а потом уже в конце, когда все сварится, мы добавим кроп, и суп наш готов. Итак, у нас время наступило поставить нашу капусту в суп.
И теперь пускай варится тоже 5-10 минут, и тогда я думаю, что уже будет все готово, и мы добавим сам укроп. Выглядит таким образом. Итак, наша капуста сварилась теперь. Наша капуста сварилась теперь. Я сейчас еще раз попробую. Вкусно. Выключаем газ. Добавляем укропчик. Еще перемешаю. Так. Посмотрите, какая красота. Теперь минут 10-15 постоит. И можете подавать или как для всего, или со сметанкой. Только вам приятного аппетита. А на этой ноте я хотел пожелать вам: берегите себя, ваших близких, друзей, знакомых, родственников. И мирного неба всем нам. Пока-пока.